Привет, мои дорогие друзья! Рад снова вас приветствовать на своем канале. И сегодня мы поговорим о скрытых проблемах. Расскажу случаи из клинической практики и почему же мы не замечаем изменений, которые происходят внутри, в частности, в сердечно-сосудистой системе, которые иногда заканчиваются, даже в большинстве случаев, летальным исходом. И мы удивляемся, почему так происходит, ведь вроде бы человек внешне абсолютно здоров, активен, позитивен, работает, и в один момент все неблагоприятно заканчивается. Обсудим все, поговорим, и можете задать мне вопросы в комментариях. А прежде напоминаю, те, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Так алгоритмы YouTube продвигают видео, и его сможет увидеть большая аудитория, чтобы как можно больше людей стали приверженцами здорового образа жизни, питания, жили как можно дольше, качественнее и были счастливы. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные выпуски. Ну что, поехали! Друзья, не буду говорить какими-то заученными фразами, хочу, чтобы наш сегодняшний разговор был в свободной форме и расскажу вам интересные случаи и плюс, на что стоит обратить внимание для того, чтобы сохранить свое здоровье, качество жизни и прожить как можно дольше. Часто сталкиваюсь с такой проблемой, приходят пациенты разного возраста. Ну, в основном, так как я больше веду гериатрический прием, у меня пациенты пожилого и старческого возраста, старше 60 лет. Многие из них, приходя там в 75-80 лет, не получают адекватной терапии, которая контролирует их уровень артериального давления. Если у них есть там сахарный диабет второго типа, они тоже нормальной терапии не получают, не обследованы, не обращают внимание на какие-то нюансы в плане здоровья и считают, что это все нормально по возрасту, а что вы хотите, у вас же возраст. Это стандартная фраза. Но на самом деле на сегодняшний день медицина, наука позволяют нам сохранить качество жизни и жить в среднем до 120 лет, о чем я часто говорю. Так вот, пациенты многие приходят в разном возрасте, не задумываясь о процессах, которые идут уже внутри. Они говорят: да, доктор, я пришел провериться, либо там пришла посмотреть, мне так хорошо, я прекрасно себя чувствую, ничего не беспокоит. Единственное, что иногда там бывает отечность в нижних конечностях, иногда слабость, усталость, ну, может, что-то забываю, там болит голова. А так, в принципе, все хорошо, на сердце вообще жалоб нет. Зачем мне обследоваться, зачем мне что-то сдавать, какие-то анализы, когда я прекрасно себя чувствую, вы просто мне подскажите, что там принимаете от головной боли иногда, ну, иногда подскакивает давление. Но это редко бывает, там, ну, может быть, раз-два в неделю. А так, в принципе, все хорошо. Но, когда мы начинаем разбираться, на самом деле все не так радужно. Объясню на конкретном примере. Вот приходит, например, пациент. В принципе, нареканий на свое здоровье каких-то нет. Он, принимает стандартную какую-то схему антигипертензивных препаратов, то есть препаратов, которые контролируют уровень артериального давления. И то не всегда, там иногда забуду, иногда вспомню. Аспирин, антиагрегант. И, в принципе, достаточно. Но когда мы смотрим элементарный общий анализ крови, биохимические показатели, особенно меня интересует липидный профиль, это общий холестерин, липиды низкой, высокой плотности и триглицериды. Там, естественно, дислипидемия, нарушение липидного обмена, высокий уровень общего холестерина, липидов низкой плотности, иногда триглицериды. То есть у нас типов дислипидемии, типов нарушения липидного обмена очень много. Это то, что ведет к развитию, один из главных факторов, который ведет к развитию атеросклеротического процесса, формированию бляшек на стенках сосудов, которые могут расти, рано или поздно перекроют сосуд или разорвутся, сформируется тромб, улетит и неизвестно куда и с какими последствиями. Часто, я думаю, вы слышали такую фразу: умер, потому что тромб оторвался. Но никто не понимает, где этот тромб, почему он оторвался, может, мы с ним рождаемся, может, это часть какого-то органа. Никто не понимает, и вот волей судьбы куда-то он оторвался, улетел, и все, человек умер. На самом деле это не так.
Тромбоэмболии бывают разного генеза, разного происхождения, но зачастую рвется вот эта бляшка на сосудах, которую мы за всю жизнь свою заработали, наели, вредные привычки, экология, условия труда и так далее, наследственные факторы. И все это сказывается на росте вот этих бляшек. Они могут быть генерализованными, то есть по всему телу, брюшная аорта, нижние конечности, коронарные сосуды сердца, сосуды шеи, о чем мы сейчас поговорим. Так вот, вернемся к пациенту. Вроде бы все хорошо, действительно, кардиограмму смотрю, там значимых изменений нет. Эхо КГ смотрим, говоря простым языком народным, УЗИ сердца. Да, тоже, в принципе, относительно все неплохо. Но когда мы делаем УЗИ брахиоцефальных артерий, сосудов шеи, общая сонная артерия и ее ветви, там беда. И вот я покажу вам схему. Видите на экране, здесь зеркальное изображение, потому что на фронтальную камеру снимаю. Вот главные магистрали, которые питают наш головной мозг. Это общая сонная артерия, внутренняя сонная артерия и внешняя. То есть у нас общая сонная артерия, она разветвляется на две ветви. Внутренняя сонная артерия и внешняя сонная артерия. Соответственно, вот зона бифуркации, зона раздвоения сонной артерии – это наиболее опасная зона в плане формирования бляшек в этой области. Почему? Ну, по законам физики туда приходится максимальный удар. Соответственно, когда кровь ударяется о стенки сосуда, соответственно, есть вероятность того, что он повредится. И когда туда придут иммунные клетки, тромбоциты, фибробласты и прочее, и формируется такое наслоение, утолщение, и постепенно растет эта бляшка, повышенный холестерин, туда приходят жиры плохие, и все это копится с жировым ядром и так далее, и так далее. Говоря простым языком. А еще когда повышенное артериальное давление, которое не контролируется, вот тогда это вообще беда. Почему мы говорим о том, что необходимо строго контролировать уровень артериального давления? Потому что при высоком давлении повышается значимый риск сердечно-сосудистых событий неблагоприятных. Инфаркты, инсульты, тромбоэмболии легочной артерии и так далее. Поэтому мы должны контролировать уровень артериального давления обязательно. Не бывает рабочего. Есть нормальное и ненормальное артериальное давление. Друзья мои, не нужно там придумывать какие-то рабочие, там 140, 150, я себя хорошо чувствую. Нет. Должно быть нормальное артериальное давление. Его нужно контролировать. И, соответственно, когда смотрим результаты УЗИ, Доплер сосудов шеи, там беда. До 60-70% сужения просвета, например, общей сонной артерии, бляшкой. И, соответственно, мы понимаем, а критический стеноз 80%. То есть, представляете, у нас есть общая сонная артерия, и она на 65%, например, закрыта этой бляшкой. Эту бляшку уже не уберешь, не вычистишь. Те шарлатаны, которые вам предлагают почистить сосуды, это шарлатаны, не ведитесь, пожалуйста. Эта бляшка въедается в стенку сосуда, ее уже вырвать можно только вместе с этой стенкой. Ничем вы не почистите, никакими там БАДами, препаратами, настойками, травами, ничем. Поэтому, пожалуйста, будьте цивилизованными людьми и не нужно вестись на всякую чушь. Так вот. И я понимаю, что этот пациент, он ничем не контролировал данный процесс, не принимал необходимые препараты, не следил за этой ситуацией. И получается, что это хорошо, что он пришел на прием, и мы обратили внимание и начали соответствующую терапию экстренную в максимально переносимых дозировках. А так бы он ходил, казалось бы, сердце не беспокоит особо. Почки не беспокоят, голова не беспокоит, печень ничего не беспокоит, относительно, конечно. Раз в один момент летальный исход.
Казалось, и окружение думает, ну вроде бы такой молодой относительно, там, ну 65 лет, вроде бы себя чувствует неплохо, и ходил, и работал, и тут умер, видимо, такая судьба. Но такие мысли приходят просто от незнания, неграмотности в области здоровья своего прежде всего. Я надеюсь, что мы с вами исправим эту ситуацию, не будем больше думать, что такова судьба, а ничего просто так не случается. Процесс шел, и он шел неконтролируемо. Никто не обследовался, никто ничего не делал. И получается, мне жалко на самом деле всегда пациентов. Я думаю, да что ж такое, вроде бы и сердце еще жизнеспособно, и общее состояние неплохое, но тут все критично. И в любой момент, это как по лезвию ножа, в любой момент, даже удар в шею незначительный, прыгнул там, упал, и может это все спровоцировать разрыв этой бляшки, и куда улетит тромб, какого размера, успеют помочь, не успеют, какой исход будет, никто не знает. Ну, соответственно, мы стараемся все это делать, благо есть современная терапия. Какие еще есть варианты? То есть, если там критический стеноз развивается, то есть перекрывает сосуд, перекрывает эта бляшка сосуд, тогда проводят оперативное вмешательство. Но вы представляете, это тоже риски. Это серьезная операция, это не просто так. Зачем до этого доводить? Поэтому, друзья мои, я вас призываю, проходите, пожалуйста, обследование. И если выявляется проблема, начинайте терапию. Не играйтесь с огнем. Жалко, очень жалко пациентов, которые вроде бы сохранны, но вот это все может прервать жизнь. Поэтому обращайте внимание, вот эти зоны брахиоцефальных артерий, то есть главных сосудов шеи, они засоряются. Говоря простым языком, там часто формируются атеросклеротические бляшки. И если это не контролировать, к сожалению, часто заканчивается либо инсультами, и человек может еще и быть сохранным, то есть помогут, пройдет реабилитацию, более-менее. Но зачем? Это все равно уже неблагоприятное событие, а может закончиться все плохо. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Но после 40 лет обязательно проходите хотя бы один раз в 3 года. Я уж не говорю о ежегодном обследовании, потому что мало кто это делает часто. Ну, не обязательно часто, но раз в год. УЗИ брахиоцефальных артерий, Доплер. А для людей пожилого и старческого возраста раз в год стабильно нужно выполнять данное исследование, потому что это зона риска. Еще брюшная аорта тоже часто страдает. А у кого генерализованный процесс, это можно и клинически заподозрить при осмотре пациента. То есть страдают и сосуды нижних конечностей, а у кого еще на фоне сахарный диабет, тогда это пациент вообще высоченного риска, экстремально высокого риска по атеросклеротическому процессу, по первым эпизодам неблагоприятным сердечно-сосудистых заболеваний. То есть пациент коморбидный в комбинации с сахарным диабетом, а еще и неконтролируемым, он относится сразу же в группу экстремально высокого риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Я надеюсь, друзья, наша беседа была продуктивной, полезной, максимально постарался простым языком вам объяснить важность данного обследования. Будьте бдительны, поверьте, просто так, ниоткуда ничего не берется, процессы идут, и мнимое, ошибочное мнение о том, что вот кажется, что все прекрасно, ты здоровый, ходишь, гуляешь и работаешь, и все прекрасно у тебя будет, живи и радуйся, но все в один момент может оборваться, потому что еда, образ жизни, наследственный фактор, условия труда, экология плюс-минус, заболевания вирусные, бактериальные, паразитарные, грибковые болезни. Много факторов. Но, конечно же, как всегда я говорю, мы можем это контролировать. Питание, пожалуйста, контролируйте уровень вашего липидного профиля, холестерина и его фракций. На личном опыте у меня был холестерин около 7 общий. Сейчас вот буквально на днях пересдавал анализы, я в ТикТоке показывал. Общий холестерин 3,8, липиды низкой плотности 2,5, по-моему 2,3, триглицериды 1,2. 1,2 или 1,3 плюс-минус.
Липиды высокой плотности 1,2, то есть идеальные значения. Я контролирую, и питанием прекрасно это все держится. Если вы старше 40 лет и вы относитесь к высокому риску по наследственности, по многим факторам, тогда вам еще, возможно, показана медикаментозная терапия. Но главное поймать этот момент и не допустить формирования этих бляшек. Должна быть медицина превентивная, мы должны успеть. К сожалению, на сегодняшний день мы пользуемся медициной отстающей, и мы лечим уже проблему, а не предотвращаем ее. Поэтому будьте бдительны, друзья. Не стройте иллюзий, давайте пользоваться современной медициной, современными данными, и будем здоровы. Благодарю за внимание. Вопросы пишите в комментариях. Те, кто еще не подписался, обязательно подпишитесь. Поставьте лайк, не скупитесь за работу. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Всех люблю, целую и до новых встреч. Будьте здоровы!